привели ежедневные постоянные головные боли. Так. Вот. Последнее время как-то и шея стала болеть, вот. Все, и спина как-то вот непонятно из-за чего. Может, это возрастные какие-то изменения или еще как-то может быть. Что засыпаешь с головными болями, что просыпаешься, я уже просто привык к ним до такой степени. Но дело в том, что у меня в детстве было, я падал, улетал с велосипеда, и получалось так, что головой в голову. А чем стукнулись-то, каким местом головой? Вот так вот в дерево, вот так вот упал. Ну, то есть ехал, упал вот так прям в дерево. Вот так. Хорошо. Еще какие травмы были? Травмы были, ногу ломал, левую на мотоцикле, вот здесь перелом. Потом у меня в детстве перед школой еще собака сильно вот сюда укусила, меня зашивали. Вот, ну, скорее всего, это варикоз вот от этого как бы начался. Сейчас-то голова болит? Да. На сколько баллов? От 0 до 10? 0 вообще Ну, не сейчас болит? по среднему так баллов может быть на 5. На 5? На 6. А бывает до скольки баллов? Ну, бывает, что вообще тяжело. Давайте так, мы посмотрим тонус. Хорошо ваш? Значит, ножку так удерживаем, я буду вниз давить, вы просто удерживаете. Хорошо? Держим. Держит. Держим. Смотрим на полоски. Держим. Смотрим на крестик. Держим. Слабее, да? Тяжелее так держать? Ну, давайте еще раз. Так, только надо вот дыхание не задерживаем спокойно, только вот этой ножкой. Вы всем телом пытаетесь. Да. Не надо всем телом, надо вот чисто ножкой. Если не работает, не работает. Ничего понял. страшного. Ага, держим. Слабеет на полоске. Держим. Сила на крестик. Слабеет. Да, у вас переключение у нас называется. Это, то есть состояние такое, ну, это сильная травма. И нервной системе тяжело. И Поэтому я, наверное, нервный постоянно такой. Постоянно, каждый день я нервничаю дома. понятно. Не, у вас просто ресурсов вообще нет. Ну, как бы, на... Еще раз держим. Смотрим на полоски. Держим. Смотрим на крестик. Держим. Слабеет, да. Сейчас я посмотрю еще ручки. Вот так ручку держим. Держим, держим. Слабость. Пускаем. Держим. Тут слабость. Тогда мы посмотрим еще кое-что. На полоски смотрим. Держим ножку. Проглажу. Держим. Да, там есть что-то, что вам делает плохо. Собака прям укусила, да? Ушили меня. Проверяем, пока не смотрим. Удерживаем ножку. Держим, держим. На полоске. Слабеет на крестик. Держим. Сила. Хорошо. Смотрим, что с руками. Локоть прямой. Держим. Сильнее стали мышцы? Да. Да, наверное. Держим. Да, хорошо. Смотрим на полоски. Крестик. Да. Значит, смотрите, что получается. Ваша нервная система когда-то получила укус, ну, травму, в общем. Собака укусила, зашивали. Она реагирует на это каким-то образом. То есть у нас разные способы есть реагирования. Есть рефлекс отдергивания, когда я много просто пытаюсь отдернуть. Тогда у меня вот эти мышцы станут сильными, а эти станут слабыми. Как будто бы я делаю вот такое движение. Я это буду находить, тестирую эти мышцы. То есть если это отдергивание, то здесь будет сильная мышца, а сзади будет слабая мышца. А эта сильная, она не будет расслабляться. Она как бы, это такое остановленное движение. Понятно, да? То есть это такой замерший паттерн. Как будто бы вы все время ногу пытаетесь отдернуть. Второй вариант может быть такой, что у нас более глобальный ответ. Когда у нас выключаются мышцы здесь и здесь слабые будут, здесь будут сильные, здесь слабые, и флексоры будут слабые. То есть тут слабость и тут слабость. Это у нас называется паттерн ПМРФ. Это определенный паттерн, который возникает при определенных рецепторах. То
То есть и будет соответствующая жалоба. Третий вариант, когда будет слабость, например, всех мышц сзади. То есть я тогда, получается, как будто бы пытаюсь отдернуться вот так весь. И еще есть вариант, когда тело все становится слабым. То есть когда сигнал, чем сильнее сигнал, тем глобальнее ответ. А когда все мышцы слабые и вообще сил нет ни на что, тогда будет много-много жалоб, будет отсутствие ресурса, раздражительность, утомляемость повышенная, все время хочется прилечь, ничего не надо, не хочется ничего делать, ни на работу, ни в отпуск, никуда. Вот просто оставьте меня в покое, да, потому что нет ресурса. Вот. Есть вариант еще более жесткий, когда у нас это называется переключение, когда мышцы реагируют наоборот. Когда мы смотрим на полоски, мышца должна слабеть, а на крестик сильная. А в вашем случае наоборот, вы смотрите на крестик, мышца слабеет, на полоски сильная. То есть это у нас называется неврологическое переключение, которое нам говорит о том, что сигнал настолько сильный, что нервная система, она говорит, мне вообще фигово. Ну, то есть вот так примерно. Это у меня так. Это в вашем случае, да. То есть у вас ноги были в таком состоянии. Вот, мы это полечили. То есть что мы делаем? Мы убираем сигнал, мы находим рецептор, который звенит, который этот сигнал в мозг дает. Находим второй рецептор, который его компенсирует. Их стимулируем, два рецептора, и делаем обычный глубокий сухожильный рефлекс, ну вот там, вот такой. По подбородку постучали, растянули связки, у нас сработал подбородок. Вот так, по лбу я стучу, и как бы срабатывает зрачковый рефлекс. Это просто обычные нейтральные рефлексы. Когда они срабатывают, мы как бы на тот стимул, который у вас возник, на ту травму, после которой возник оборонительный рефлекс, мы перепрограммируем, даем туда нормальный рефлекс. И таким образом мы как бы тот рефлекс убираем. Бам, и вдруг мышцы нормализуются. Да? То есть тонус ваш теперь нормальный. Мышцы были слабые, вот верхние, да? Снизу мышцы были в переключении, мы полечили, сейчас они нормальные. Ваша нервная система, она говорит, сигнал снизился, теперь мне не нужно много тратить ресурса на обработку этого сигнала. То есть таким образом мы как бы добавили ресурс, ну как в систему. Поскольку у вас травм много, не факт, что головная боль, конкретная ваша жалоба, связана с этой историей. Мы что-то полечили, да. Не факт, что она пройдет. Да, понимаю. Поэтому я еще кое-что проверю, чтобы как бы вероятность, что голова пройдет, была выше. Я сейчас потестирую мышцы шеи, посмотрю, в каком они состоянии. И, возможно, вот эта травма вот такая тоже дает знать о себе. Я ее тоже полечу. То есть там принцип такой же. Срабатывают просто другие рецепторы. Да, вот и все. Голову вперед наклонить, вот так чуть-чуть. Держите, я буду назад давить, вы сопротивляетесь. Держим. Еще раз держим. Ага. Держим. Слабеет, нормально. Теперь голову вот так. Я буду вперед толкать, а вы назад. Держим. Раз. Тут гипертонус. Хорошо. Тогда я здесь посмотрю другой рецептор. Снова так чуть-чуть, ага. Держу. Слабеет, да. То есть здесь еще есть рецептор на голове, в вашем случае, то есть на голове есть какой-то рецептор грубого касания, который вот тоже возбужден. Что делает нервная система? Она тоже пытается сделать какой-то рефлекс. У вас эти мышцы в гипертонусе. Мы сейчас тоже это уберем, пролечим, и будет вероятность того, что голова пройдет, выше. Голову так, немножко вот так сюда. Ага. Раз. Слабеет. Держим. Держим. Сильная. Раз. Слабеет. Хорошо. Все. Ну, в общем, вот как-то так. Но вам надо будет подойти еще раз. Сейчас что-то поменялось, головная боль как? Не поменялось? Мне нужно было вот отследить. Как-то я, вот знаете, ведь когда... Сейчас на сколько баллов? Голова болит сейчас? Мне кажется, стало легче. Стало легче. На сколько баллов? Не знаю, но у меня... Мне начинает как-то вот приятно становиться. Да, хорошо, да, это хорошо.